Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Элайф. Сегодня мы с вами наконец-то добрались до наших опять почти индивидуальных бесед, однопозиционных раскладов. Это целый цикл однопозиционных раскладов. Сегодня у нас замечательная тема, прям таки, я считаю, что актуальная для вас. Какие возможности у вас на пороге и какая дверь открывается для вас в жизни. Вот именно так. Гадать я буду на таро для всех возрастов. И сейчас я достану нашу замечательную колоду. Так оформлена, видите, книжечка. Для тех, кому интересно, да. Достаю колоду. У нас будет одна позиция, да. Но зато более такой расклад развернутый, чем когда несколько позиций. Итак, чтобы вы поняли, как это работает, смотрите, я вам сейчас, так скажем, предложу два камня, да? Один из них я загадала. И, соответственно, вы выберете один из двух этих камней. И если вы угадаете, ну, то есть совпадет с моим камнем, да, с тем, что я загадала, то этот расклад ваш. Но бывает так, что человека подводит интуиция. То есть я вам не обрубаю возможность смотреть расклад. Вы можете его смотреть, даже если выбрали камень неправильно. Это, во-первых. Во-вторых, вы можете вообще не выбирать камень, а просто смотреть расклад. Просто если он вам нужен и нравится, да, если вы любите однопозиционные расклады. Потому что многие их как-то не понимают, и поэтому я даю выбор. Вот твой это расклад или не твой. Вот смотрите, первый у нас камень горный хрусталь, а второй аметист. Какой из них я загадала? Вам нужно просто выбрать один из этих камней. Если совпадет, значит точно ваш, да? Если не совпадет, вы все равно можете смотреть, это никаких проблем нету. Рассматривайте камни внимательно. Вот. Какой я загадала? Все, молчу. Я загадала горный хрусталь. Если вы тоже поняли, что там я загадала горный хрусталь, что вы его тоже выбрали, значит расклад точно ваш. Если нет, вас могла подвести интуиция, никаких проблем. Значит, вы ее еще не до конца слышите. Вот, кстати, это вам будет намек. Да, и вы можете все равно смотреть расклад. Итак, давайте же наконец-то приступим к нашему раскладу однопозиционному, к нашей беседе. Вот вы пришли ко мне домой, да? Вы решили выпить у меня чай или кофе, съесть что-нибудь вкусненькое, чизкейк, например, клубничный или шоколадный хороший большой торт. Ну, кусочек, да? Мне вот захер нравится, например. Прага тоже ничего. Вам какой нравится шоколадный торт? Можно шоколадный чизкейк. Тоже вариант. Итак, давайте перемешаем наши карты и сдвинем 3 раза, чтобы все было по-честному. Посмотрим дно колоды, какая там карта, какой совет высшие силы дадут, какое указание идет о раскладе. Вот, смотрим теперь, да, 3 раза сдвинули. Смотрим. Тут у нас, значит, замечательная карта, 8 пентаклей. Она говорит, работай, делай расклад, во-первых, а во-вторых, у вас в работе будут какие-то, скорее всего, подвижки в скором времени. Что-то изменится в лучшую сторону, доход прибавится, скорее всего. Ну и просто вы будете в ближайшем будущем много времени посвящать работе, да. То есть продуктивная такая карта, замечательная. Хорошо. Кто ко мне пришел на расклад? Вот как вот опишут высшие силы. Этот аркан может быть для вас неожиданным. Вполне себе даже. Вы можете сказать, ой, это не я. А потом все равно поймете, что вы. Давайте посмотрим, кто вы. Вы 7 мечей. Вот тут у нас, значит, коробка с мечами. Тут немножечко не такое значение, как у классики, не во всем, да. Но вы, получается, человек с сюрпризом.
То есть у нас есть коробка, и в ней ленточки раскрыли, а там целая куча мечей. Вы человек с сюрпризом. У вас много мыслей, да? Неожиданных мыслей для окружающих людей, а иногда неожиданных слов для окружающих людей. Вот карта показывает нестандартное мышление совершенно. Человек не похож по мышлению на окружающих его людей. То есть в рамки вы не совсем вписываетесь. И бывает, придумываете, хорошая фантазия у вас, что-то придумываете такое яркое, интересное, незаурядное. Можете даже статью написать, может быть, там, да, или просто мысли такие, идеи нестандартные приходят в голову. То есть карта вот такого человека обозначает. Хорошо, давайте посмотрим, что вы ищете. Что же вы ищете? Как-то я так, вы ищете мир. Смотрите, карта показала, что вы хотите внутри ощутить гармонию. У вас есть все-таки по 7 мечей некоторая дисгармония. Почему? Потому что общество не всегда вас понимает. И, соответственно, вы чувствуете за это, может быть, некоторую вину или отличность от других. А вам хочется почувствовать единство со Вселенной, с Богом. Вы знаете, в этом мире существуют все в равных правах. Как появилась муха, таракан, носорог, человек и еще и разные виды людей, да, все равноправны. То есть мы часть мироздания, мы, ну так скажем, результат игры Бога. И во Вселенной любая букашка равна с человеком, поверьте мне. Просто не все это понимают. И мы все разные, мы все прекрасные, мы отличаемся друг от друга. Но в то же время мы уникальны, да? Мы уникальны, и мы не можем быть плохими, так же, как не можем быть слишком хорошими. Поэтому вам нужны медитации. Вот вы хотите почувствовать доверие Богу, доверие Вселенной, чтобы вам Вселенная помогала, чтобы она имела с вами коннект, чтобы высшие силы были на вашей стороне. Вы этого очень хотите, вы это ищете в жизни. Соответственно, когда вы это обретаете, вы обретаете абсолютно все, особенно уверенность в себе и уверенность в своей уникальности, в своей непоколебимости. Да, я должен быть в этом мире. Да, я нужен этому миру, такой, какой я есть человек. Конечно, вам нужна медитация. Вы должны общаться в медитации со Вселенной, с Богом, с высшими силами. Ну, лучше просто со Вселенной. Вот даже это будет полезнее для вас, понимаете? Вы будете просто с ней как бы обмениваться энергией. И вы поймете, что вы прекрасны. Это правда. Вы и так прекрасны. Каков ваш путь? Ну, здесь у нас прям такие рыцарь мечей, да? И, ну, или как, ну, вот Вервальтер, он может быть как паш, так и рыцарь, но мне кажется, это как бы больше все равно на рыцаря похож, да? И вот вы, получается, очень стремитесь наверх. Вот смотрите, вот он прям восходит по лестнице, бежит по ней. Вот ваш путь – это пробиться вверх. Ваш путь – это занять более высокое положение в жизни, чем раньше было. Продвинуться там, не знаю, в карьере, в работе, в творчестве, в труде просто. Вот, может быть, даже за счет брака бывают люди забираются наверх по социальной лестнице. Но вы не просто хотите, это ваш путь подняться выше в жизни, чем вы были при рождении, понимаете? И для этого человек, он может пойти на что угодно. Я не говорю, что вы будете там кого-нибудь убивать там, или еще что-то. Нет, просто вы готовы сражаться, вы готовы идти вперед. У вас есть еще порох в пороховницах для того, чтобы преодолевать любые препятствия, трудности. И даже вот когда идешь вверх по лестнице, сложно же, очень сложно. Вот мы тут поднимаемся, у нас есть очень большая лестница, я даже про это видео снимала. Мы поднимаемся к кирхе, там, исцеляющей Марии, да. И, соответственно, да, вверх идти тяжело. Вниз, когда ты спускаешься, прелесть прямо. А когда вверх иду, так несколько раз присаживаюсь. И здесь то же самое. Вы готовы туда идти.
Вы готовы пробиться вот вверх куда-то, да? Там, не знаю, высшие слои общества в жизни. Это ваш путь, это ваше предназначение. Занять более высокие позиции, преуспеть в жизни, стать более богатым человеком, узнаваемым человеком. Ну да, это ваша судьба, почему нет? Вам главное не занижать себя. Это очень важно. Следующая карта. Куда вас ведет этот путь? Так, ну этот путь вас ведет прям к тузу жезлов. Это яркость, это талант, это искра Божья и, конечно же, невероятная энергия, да? То есть ваш путь ведет вас к славе, к тому, чтобы, может быть, создать какое-то что-то гениальное, да, вот гениальную идею какую-то воплотить в жизнь. Вы знаете, гении, они бывают непризнанные, и они бывают сами про себя не знают, что у них есть что-то внутри гениальное. А вы можете сначала как будто бы вот в жизни пойти вверх, да, а потом еще и что-то сделать вот такое потрясающее, то, что будет полезно всему этому миру. Но также эта карта, опять же, роста. Куда вас ведет этот путь? Опять же, наверх, да, к росту, к тому, чтобы вы росли как личность. Вы знаете, карта туз жезлов, она всегда показывает кого-то яркого, кого-то, кто прям горит, сверкает среди других людей, выделяется очень сильно. И вы и сразу были не очень таким стандартным человеком в плане, у вас нестандартное мышление, да, вы необычный человек, с сюрпризом. Так еще и идете к тузу жезлов, то есть к тому, чтобы реализовать себя по полной программе и реализовать какую-то свою яркую идею в жизни. Какие идеи вам приходят в голову, их нужно сразу же записывать, потому что вы можете оказаться гением. Я на днях смотрела фильм «Человек из Торонто». Там мужчина, это комедия, на самом деле, очень веселая комедия, если захотите, посмотрите. Там мужчина вот изобретал все, что угодно. Бесконтактный бокс, разные тренажеры. Но вот он, конечно, это все по спортзалу там, да, пытался внедрить какие-то свои методы, там надевал мешки на себя мусорные, в которых можно было потеть. Это было очень смешно, но он не сдавался. Конечно, его жизнь потом увела совершенно там в другую сторону, да, он случайно попал в просак, но он, в принципе, всю жизнь попадал в какие-то нестандартные ситуации, потому что и сам был довольно-таки необычным. Но, вы знаете, он все равно смог, ну, какие-то свои мечты осуществить в итоге. И мне кажется, что это прекрасно. То, что человек никогда не сдавался и чувствовал в себе все равно вот какие-то эти идеи, таланты, да. Ему было все равно интересно развивать это, несмотря на то, какое мнение было у окружающих людей. Упорство, вот оно упорство вот этой карты, да, рыцаря мечей. Хорошо. Что вам помогает в жизни? Но вам помогает честность, правосудие, да? То есть кристальная честность. Вот этот человек, кстати, тоже был очень честным, никого никогда не обманывал. Вы знаете, так и есть. Если человек честный, если он не обманывает, если он не врет никому, если он не юлит, не выкручивает ничего, да, к нему относятся все равно хорошо, даже если он какой-то для людей необычный, там кажется, не вписывающийся в их коллективы или еще что-то. Честность, она всегда уважаема. И вот вам в жизни помогает кристальная честность. Даже если это вам не на руку, вы должны быть честны, потому что сначала кажется не на руку, а потом обязательно обернется в хорошую сторону, да, для вас. Вообще честность я очень уважаю сама. Я стараюсь всегда говорить правду. Правду. Это, в жизни у меня был период, когда я могла... ну, там, да, очень давно, там, больше 20 лет назад, когда я могла врать. И до сих пор я вспоминаю с содроганием этот период. Мне пришлось прощать себя за это. Вот, поэтому врать – это последнее, конечно, дело, обманывать людей. И да, ваша честность, природная даже, может быть, она играет вам на руку. То есть вы, скорее всего, изначально и были всегда каким-нибудь искренним, честным человеком, и это всегда вам казалось сначала не помогает, а наоборот мешает, да, но потом оказывается, что нет, это вам помогало. Нет, это помогало. Так, что вам препятствует сейчас?
Но здесь я вижу, значит, вот теперь пажа мечей. Действительно, я правильно сказала, рыцарь, да, пажа мечей. И карта показывает, что вам препятствует, ну, как бы, характер, да, там, допустим, острота языка. Вот паж мечей, он, правда, он острый на язык. Он может быть критиканом. Вот, с одной стороны, вроде хочется правду сказать, а другое дело, когда ты людей критикуешь. Вы знаете, иногда лучше промолчать. Я не говорю, что вы должны прямо врать, да? Никто не просит вас никому льстить. Просто можно не говорить некоторые вещи, просто не говорить. Не превращайтесь в критиканов злобного. Это будет вам очень сильно мешать. Между вот такой кристальной честностью и порядочностью и критиканством очень тонкая грань. Очень тонкая, которую не каждый понимает человек. Я думаю, что вы интуитивно все равно понимаете, где можно сказать, а где нельзя. Но если еще не понимаете, знаете, что лучше везде молчать, где вы кому-то говорите критику. Если это критика, а она чаще всего бывает именно такой, если вы говорите что-то, что человека задевает, нелицеприятно, лучше промолчать. Или подать это как-то так, чтобы человек понял, но чтобы это не из ваших уст звучало, понимаете? То есть это тоже нужно этому учиться же, вот этой честности. Честность, она разная бывает. Бывает очень жестокая честность. Когда человек буквально рвется к тому, чтобы каждому в лицо говорить правду о них. Ты знаешь, у тебя пятно на пиджаке. Я тебе честно об этом говорю. Ой, женщина, у вас дырка на колготке. Мужчина, эти усы вам совершенно не идут. Вот так делать нельзя. Понимаете? Вы вроде как и честны, но вас никто не спрашивал. Вот когда спросят, тогда скажете. Понимаете? Вот в этом суть здесь. Вот это вам препятствует. Если у вас это есть, убирайте. Чем вы должны пожертвовать ради вашего счастья? Ух ты, карта сила. Сила, знаете, она показывает, что вам придется долго кого-то укрощать, чтобы быть счастливым человеком. Кого-то или что-то. И вы потратите очень много сил и энергии в жизни на этот процесс. Это может быть очень часто человек, потому что мы здесь видим двух существ, которые, так скажем, боролись друг с другом, и в итоге дева укротила льва. Но это может быть и действительно, ну там, не знаю, там бизнес какой-то, работа, где вы бьетесь, да, стараетесь вовсю, там конкурентов перебарываете. Однако у вас все получится. Просто придется пожертвовать своими силами для этого. Нужно будет упорно трудиться ради этого. Стараться, да. Либо вот если с человеком, допустим, вы хотите быть счастливым человеком, там, жить с мужчиной, например, если вы женщина, да, или наоборот, вам придется его приручить, придется столкнуться с его сложным характером и сделать все для того, чтобы этот человек терпел вас, а вы его, да, чтобы вы смирились с недостатками друг друга. Кем вы станете в будущем? Кем вы станете? Ну, вы станете магом. Прекрасная карта. Вы будете вот знать, от чего вы счастливы, манифестировать это, то есть представлять, что это уже случилось, и оно правда будет случаться. Маг – это человек, который добивается того, чего он желает. Как волшебник. Да, волшебник. А вы будете этим волшебником. Все, чего вы желаете, будет оказываться у вас в руках. Но главное – желать правильных вещей. Счастье себе нужно желать. Но себе и никому другому. Нельзя говорить так: я хочу осчастливить Ваню. Хочу, чтобы он был счастлив. Так нельзя. Я хочу, чтобы я была счастлива. Дайте мне счастье, высшие силы. И как я представляю себе это счастье? Например, я живу в вилле на берегу океана. У меня есть 3 черных джипа, там, я не знаю, вертолет. То есть я счастлива от этого, да? Если это не материальные вещи, например, я научилась медитировать до того, что выхожу в астрал, там занимаюсь йогой профессионально, обладаю прекрасным протренированным телом, абсолютно здорова, да? Ну вот кому что нравится. Или у меня замечательный муж, 85 детей, трое, скажет много, 3 детей, я живу в хорошей квартире, 6-комнатной, там, ну, все такое прочее, да. Хорошо. Все, что вы хотите, у вас будет, если вы будете магом. Правильно? У вас есть тело Творца. Хорошо.
Смотрим следующую карту. Какие возможности перед вами скоро открываются? Ну, конечно, девятка пентаклей. Карта показывает возможности зарабатывать больше денег или получать больше денег от Вселенной, от мира. Эта карта всегда показывает высокий уровень духовного развития человека. Возможность больше зарабатывать. Благодаря чему? Благодаря своим наработкам. Во-первых, у вас есть опыт в какой-то профессии, правильно? Значит, вы в этой профессии и должны продвигаться дальше. Но при этом иметь какие-то очень свежие, интересные идеи. Если у вас есть хобби, обязательно, значит, и эти хобби продвигайте, да, если особенно вы профессионально чем-то увлекаетесь. Вам нужно эти идеи предлагать им именно кому-то, кто может их осуществить, либо всячески пытаться их воплощать в жизнь. Ну, например, вы мечтаете быть владелицей кафе. Что нужно делать? Оформить индивидуальное предпринимательство, собрать сумму хорошую, да, арендовать или купить помещение и начать его отделывать под кафе, правильно? То есть и у вас появится все равно кафе, когда вы над ним работаете. А как оно не появится? Это появится. Узнайте все нюансы, просмотрите все вопросы, напишите бизнес-план, посоветуйтесь с нужными людьми. То есть все это, если проделать, это нужно каждый день делать, и у вас все получится. Вот у вас есть какая-то идея, просто как эта девятка пентаклей, идите вперед. Возможности у вас все есть для того, чтобы осуществлять свои какие-то идеи для заработка денег или для реализации себя. Да? Какие еще возможности у вас скоро откроются? Ну, смотрите, карта баланса, карта умеренности. Это возможность с кем-то помириться, примириться, улучшить отношения. То есть, получается, у вас на пороге есть с кем-то улучшение отношений, примирение. Благодаря каким-то, не знаю, там, например, стихийным обстоятельствам, когда человек вдруг пришел, там, начал мириться, да. Ну, либо вы, может быть, даже сделаете шаг или просто промолчите, когда набегает снова туча, да, и снова начинается ссора, вы раз и промолчали, и помирились. Почему бы и нет? Такое тоже бывает. На пороге вот такая возможность еще есть. Хорошо, дальше. Кстати, умеренность часто показывает возможность излечения, исцеления от болезней, да? Помните об этом. Следующая карта – король мечей. Эта карта, она показывает, что в скором времени у вас есть возможность пообщаться с каким-то очень умным мужчиной. И этот мужчина поможет вам какие-то решить ваши важные вопросы. Более того, если ваш партнер знака воздуха, конечно, эта карта показывает, что он будет отвечать за вас. И у вас с ним наладятся или улучшатся очень сильно отношения. Также ждите от него каких-то, подарков, признаний, что человек будет рядом. Ну и смотрим, какие двери у вас скоро откроются. Так, 8 жезлов. Это скорость, да, карта скорости, внезапных ярких событий. Вот вам, может быть, не хватало впечатлений в жизни, да? Будет много народу вокруг вас, вы будете много обмениваться информацией, разговаривать, суетиться, а может быть, работать в каком-то слаженном, интересном коллективе и получите кучу веселых новостей, да? Хорошая карта. Дальше, значит, какие еще двери у вас откроются? Какие еще двери откроются? О, ваша карта, 7 мечей. Это дверь к сюрпризу. Вот какой-то вас ждет сюрприз, неожиданность. А может быть, какой-то человек подаст интересную идею. Или, вы знаете, вот бывает, общаешься с кем-то, да, и не можешь до души добраться. Вот как будто бы не раскрывается человек и все тут. Вот для вас будет сюрпризом то, что человек внезапно раскрыл свои внутренние мысли, какие-то переживания. Главным образом именно мысли. То есть человек расскажет, что же у него наконец-то в голове, да, то, что вы давно хотели знать. И третью карту смотрим, какие еще двери открываются для вас. 3 жезлов. Прекрасная карта. Медленно, но вверх вы обязательно доползете. Карта говорит об укреплении вас в жизни, о том, что вы укоренитесь где-то, что вы скоро получите большие результаты от ваших энерговложений.
И также, конечно, эта карта показывает, что, возможно, вы будете планировать поездку, которую не могли долгое время осуществить совершенно, то есть не было такой возможности. И скоро эта возможность откроется, но будет все оформляться по улитке медленно, однако вы зато спланируете все очень тщательно. Ну вот такой ответ вам дали карты сегодня. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, пишите свое мнение об однопозиционных раскладах. И также, пожалуйста, ответьте на вопрос, как вы нашли это видео. Это очень важно. Всем пока и до новых встреч.